Двадцатые годы 20 века – единственный период в истории русской архитектуры, о котором мы можем смело сказать: мы были впереди планеты всей. Это было трудное время для нашей страны. Две войны разрушили экономику, и порой строить было просто не из чего и не на что. Мясорубка революции перемолола многих талантливых архитекторов и педагогов от архитектуры. Ломались старые устои жизни, и вместе с ними ломались старые взгляды и вкусы в архитектуре. Но в это трудное время в нашей стране появился не один, не два, а целая плеяда архитекторов без ложной скромности мирового масштаба. Сегодня ни одна книга по истории всемирной архитектуры не обходится без имен Константина Мельникова, Моисея Гинзбурга, Ивана Леонидова. Это были архитекторы новой жизни. Они строили не просто дома, они строили новое общество и нового человека. В небывалой прежде стране они создавали новую, небывалую архитектуру. Это была архитектура предвидения. Даже сегодня, оказавшись в доме Мельникова, чувствуешь, как будто попал в будущее. Архитектура 20 и 21 веков во многом вдохновлена советским авангардом. Современные небоскребы из стекла и бетона предвидел еще Иван Леонидов в 30-е годы. Прошло 100 лет с этого невероятного периода в истории нашей архитектуры. Нашему поколению предстоит решить, что будет с наследием советского авангарда сегодня. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Можно ли считать памятники конструктивизма памятниками? Ну, безусловно, потому что по-другому быть не может. Естественно, в тот переломный момент, грубо говоря, с начала века, а с революцией тем более, то, что было сказано архитекторами, это было достойно не только того времени, но и эпохи социализма и вообще эпохи нового современного искусства. Ну, юридически многие из них являются памятниками архитектуры, то есть у них есть статус объекта культурного наследия, они внесены в реестр соответствующий. И это уже как бы признано государством. Другое дело, что есть довольно много построек этого времени, которые не имеют охранного статуса или имеют статус так называемых выявленных объектов. То есть это значит, что кто-то когда-то обратил на них внимание, написал заявку в Москомнаследие. Это пишется таким смешным языком. Пишется: «Я считаю, что этот объект обладает признаками объекта культурного наследия». И дальше Москомнаследие должно провести экспертизу и решить, обладает или не обладает, и поставить его на охрану. Таких довольно много, и они могут болтаться в этом выявленном статусе
по несколько десятков лет, к сожалению, такие случаи есть. Поэтому и проекты того времени, и тем более постройки, которые более-менее сохранились или не сохранились, это бесспорно памятник архитектуры. И даже на этот вопрос он несколько звучит некорректно, потому что это действительно памятник, и если мы подвергаем сомнению, памятник это или нет, это неправильно. И это приводит к тому, что мы подгоняем бульдозеры и сносим то или иное сооружение. Мы это любим делать. Это вообще наше любимое занятие в России – снести все под корень. Поэтому это памятник архитектуры, на этом точка. Когда приезжали МЧСовцы, там приезжало очень много комиссий разных. Вот. И когда приехали МЧСы, и они так рукой махнули на наш дом, говорят, а это что за тюрьма? Ну, а мы говорим, это не тюрьма, это наше оборонное, как говорится, сооружение. Вот так вот. Но мы все равно любим, хоть он и не симпатичный так вроде бы снаружи, а внутри очень хорошо. Особенно, когда люди отделывают квартиры. Сейчас деньги есть, материалы есть, и люди хотят свое жилье отделать. Поэтому очень приятно в отделанных квартирах. Ну, у нас не отделанные, но все равно хорошо. Слово «реконструкция» в случае с памятниками просто неуместно. Собственно, ссылался на Венецианскую хартию, которая устанавливает правила обращения с памятниками архитектуры. Ну, так вот там слово «реконструкция» в принципе отсутствует. Вот. Точно так же, как и в российском законе, регулирующем обращение с памятниками. Там оно присутствует только, ну, то есть оно там присутствует безотносительно зданий памятников, ну, к ним не относится. Соответственно, я считаю, что в полном соответствии с тем, как все эти документы советуют, нужно эти здания приспосабливать к современным условиям, потому что ну, только живое здание может долго и эффективно существовать. Первое, что хотел сказать, может ли вообще качество строительных материалов каким-то образом определять, стоит это здание сохранять или не стоит, надо его там сносить или не надо. Ну, что может быть не прочнее там, веревочек и палочек, вот если к тому же самому Шигеру Бану и к Японии обращаться, да. Но тем не менее, существуют деревянные японские храмы, которые из очень легких и очень недолговечных материалов простояли уже не 1000 лет. Просто каждый элемент поэлементно заменяется на абсолютно аналогичный. И все это живет как живой организм. Каждая клетка, ну вот мы знаем, что каждые 7 лет все клетки человеческого организма меняются. Но тем не менее нельзя сказать, что этот человек уже другой. Тот же самый человек, вот ему может быть там и 10, и 20, и 30, это просто способ сохранения. Вот, поэтому никто никогда не будет ставить существование памятника в зависимости от того, из чего он сделан. Другое дело, что существуют научные способы реставрации, а существуют не очень. И если что-то сделано из, как вы уже знаете, из камыша бетона, да, то значит, с точки зрения правильной реставрации, конечно же, этот материал должен восстанавливаться целиком. Зная нынешнее состояние практически всех памятников, ну, конструктивистского периода, я боюсь, что их даже не законсервировать. Они
если их даже лечить, там, носить на носилках, закрывать простынками какими-то, это не поможет. Они развалятся сами по себе, потому что климат у нас. Начнем с того, что он вообще для жизни не приспособен, как мы сами там учимся, непонятно, как мы выживаем. А здание тем более. Развалится все. Даже их, если укольчики ставить постоянно и подлечивать, не выживут они. Поэтому реконструкция, причем достаточно такая жесткая и серьезная, вплоть до применения новых материалов конструкционных. Думаю, что это единственный выход из той ситуации постоянного разрушения и разваливания памятника. Честно говоря, вот именно термин памятник архитектуры мне сложно применить. Вот в принципе, стоит ли сохранять такие дома? Мне кажется, да, именно как памятник эпохи, как историю. То есть, в принципе, с этой точки зрения можно, да, назвать его памятником архитектуры. То есть, может быть, в бытовом понимании памятник всегда это что-то уникальное и красивое, и там, глядя на какие-то из этих домов, так сразу не назовешь их памятниками. Но если чуть-чуть больше узнать об истории и что они показывают, то да, можно сделать вывод, что это действительно это история города, и нельзя ее так просто стирать с карты. Моя голубая мечта, чтобы все-таки построили современное здание. Здесь полей много, вообще говоря, в Академии. И можно совершенно, используя новые технологии, построить быстро возводимый комплекс, где главное было бы это зал зрительный и там некоторое количество помещений типа грим-уборных, даже не для занятий. Вот занятия мы бы оставили здесь, а тот зал использовался бы как зрительный зал, потому что, ну, несмотря на то, что у нас есть кое-какое оборудование звуковое и световое, конечно, мы должны идти в ногу со временем, но здесь очень старая проводка. Здесь все, в общем, требует такой мощной реставрации, что проще сделать новое. Будем смотреть вообще реалистично на вещи. Я не вижу пока никакого проекта. Тот, который был, он уже почил в БОЗе благополучно, а судя по нынешним временам, Академия еще не скоро вернется к вопросу строительства нового Дома культуры. Я бы так сказал. Конечно, физический масштаб этих зданий, он, он не сравним там со сталинскими высотками, он не сравним с массовой панельной застройкой там 70-х или 80-х, с многими постройками современной Москвы. Но, на мой взгляд, дело не в физическом масштабе, не в размере. Да, от того, что дом не велик, да, по современным понятиям, не делает его менее значимым. Простой пример. Мавзолей – это не очень большое сооружение. Но его значимость в мире и в Москве, и на Красной площади далеко превосходит его физический размер. Нет, если мы говорим о памятниках 20-30-х годов, безусловно, они затерялись. Они затерялись, потому как вся архитектура, начиная со Сталина, Хрущева, Брежнева, она, конечно, сильно поглотила и задавила те, в то время, казалось, масштабные сооружения. По нынешним меркам это достаточно камерные вещи. Даже все ДК Мельникова и то, наверное, кроме Русаковского, этого дома культуры, они все вроде бы как грибочки такие скукожились, стоят в высокой траве, и их практически не видно. Это
одна из тем, кстати, подачи памятников в городе, потому что так, как они существуют сейчас, их надо, конечно, преподносить абсолютно по-другому. Действительно, памятников эпохи конструктивизма достаточно много. К сожалению, они во многом находятся, многие из них находятся в таком в грустном состоянии, поэтому глаз горожанина, не профессионала, он, в общем-то, проходит, он скользит по этим домам, и для него это что-то такое, если дом находится в плохом состоянии, обшарпанная штукатурка, обвешана какой-то рекламой, он его просто не замечает, либо видит, что что-то такое досадное, которое непременно рано или поздно либо должны покрасить, либо снести, и на этом месте поставить что-то такое красивое. Это, конечно, очень обидно, потому что это провоцирует в том числе и власти, не очень глубоко и тонко разбирающиеся в особенностях стиля и понимания того, что есть ценное, что не ценное, что какие-то вещи легко можно снести, какие-то вещи легко можно заменить и на них месте построить что-то другое. Вот. А на самом деле, безусловно, нет, они не теряются, эти здания. Значит, все-таки архитектура авангарда прежде всего мыслила себя, да, как такое социальное явление. Не как создание просто каких-то форм, да, или иконических зданий, да. Вот. Другой вопрос, что, может быть, это было слегка чересчур романтично. Вот. То есть жизнь, да. Мы понимаем, что архитектура не решает социальных проблем, по крайней мере, в той степени, в какой хотелось бы архитекторам. Вот. Что она не всесильна. Вот. А наши, значит, предшественники в 20-х годах всерьез полагали, что архитектура всесильна, и достаточно, поселить человека в правильно спроектированное здание, и он тут же улучшится, обретет новые черты, значит, просветится, просветлится, вот, и получится новый человек. Не получился, да, но тем не менее, социальная озабоченность, да, социальная такая ангажированность, я бы даже сказал, мне симпатична, и вот сегодняшняя архитектура, так сказать, погруженная в такую рыночную стихию, она часто этого посыла лишена. Вообще роль заказчика в истории архитектуры грандиозна. Это надо запомнить навсегда. Другое дело, что, как я говорю, что никакой Юрий Михайлович Лужков не рисовал ни одной линии. Поэтому то, что сделано вот это кошмарное здание, оно не нарисовано Юрием Михайловичем Лужковым. Не нарисовано. Он просто оплатил. Как Москва, да? Оплатил. А на самом деле заказчик бывает очень въедливым, который до сантиметра, у меня такой заказчик сейчас, до сантиметра хочет какие-то размеры иметь. Я говорю, это эскизный проект, какие сантиметры? Голубчик, это цитата из дореволюционной лексики. Голубчик. Какой там голубчик, послать бы его на 3 буквы. Вот голубчик. Я его так тоже не называю, конечно, так, чтобы вы понимали. Что приходится улыбаться. Нет, я не прогибаюсь, улыбаюсь, я же не буду с ним ругаться. Конечно, должен влиять, потому что он знает, он обязан влиять. Обязан доказывать, обязан проводить свою идею, обязан в силу своей профессии, в силу того, что в силу своего образования, в силу того, что он выбрал именно вот эту стезю, он уже является, не знаю, проводником шерпы народа или обывателя, заказчика вперед, не в светлое будущее, но он ведет какой-то определенной цели, он декларирует именно те эстетические нормы, не нормы, а те эстетические формы, новая форма приучает, если это хороший, условно, архитектор, хороший художник, он задачей приучить и общество к правильному восприятию тех или иных новых форм, чтобы они вызывали и правильные эстетические, приятные ощущения, эти новые формы, и потом впоследствии подготавливать
подготавливать общество к восприятию совершенно чего-то совершенно нового, чего и архитектор или художник в данный момент вообще не знает, но тем не менее быть готовым к восприятию чего-то нового, то есть не отрицать изначально, даже если у тебя все твое естество протестует против того, что ты что-то такое увидел, но чтобы было во всяком случае натренированное желание это понять. Значит, конечно, мы были воспитаны на том, что Григорий Борисович сделал этот замечательный дом известия. И, конечно, мы им очень сильно гордились. Как я думаю, Леша Гинзбург очень сильно гордится тем, что его дед построил вот этот дом, где мы с вами сегодня находимся. Просто он в очень плачевном состоянии, а известия были построены очень хорошо. Известия, во-первых, были построены самым лучшим конструктором Советского Союза Лалейтом, а во-вторых, самым лучшим. А во-вторых, это же было производство, помимо того, что это редакция. То есть это была редакция издательства. Поэтому там стояли станки, которые я видел собственными глазами. А я там был один раз. И это же все рассчитано было на сотрясение, на вот эту чик-чик-чик-чик-чик. Вы можете себе представить, что это такое? Лалейт все это рассчитал. Они были приблизительно одногодками, но действительно Лалейт был одним из лучших конструкторов Советского Союза. Это, так сказать, и России, естественно. Поэтому он работал, и поэтому кирпичный дом, конечно. Ну, это был заказ известий, я понимаю, что... Ну, это же тоже был заказ Наркомфина. Я не понимаю, почему у Наркомфина не было денег для того, чтобы построить это не из этого кошмарного материала. Вот это, вообще говоря, для меня вчера вот возник вдруг вопрос. Название-то Наркомфин, вообще ничего не строилось ни наркомом. Все строилось только одними наркомами, ничего не строилось другого, частного там. То есть частное жилье конструктивистское, как я вам рассказывал, строилось на кооперативные деньги, это были все частные дома на самом деле. Но это-то было госзаказом, почему оно-то сделано было из такого ужаса? Не важно, что тут были эти... То есть это очень важно с точки зрения истории архитектуры, что здесь эти двойные квартиры, и что это было из Принуво, корбюзианское, осуществленное в реальности за 100 лет до того, как сам Корбюзье это все построил у себя в доме в Марселе и потом в Берлине. Так что в этом смысле это было, как бы сказать, не только первенец конструктивизма, но и первенец мирового этого движения в смысле вот этого жилья. Как мне кажется, в 20-е годы ситуация была двухсторонняя. То есть, с одной стороны, общество в лице каких-то партийных деятелей и средств массовой информации формулировало заказ для архитекторов. Архитекторы должны были стать инженерами строительства новой жизни, должны были формировать нового социалистического человека. А с другой стороны, те проекты, которые архитекторы выпускали, проекты частью такие экспериментальные, поисковые, не нацеленные даже на немедленное воплощение. И те дискуссии, которые шли в архитектурных кругах, они тоже становились частью этой социальной реальности и влияли обратным образом и на общество, и на тот заказ, который общество возвращало. В общем, мне кажется, что в 20-е годы ситуация была очень живая, перетекающая из одного в другое. Более того, она была совершенно интегрирована в европейский контекст. Советские архитекторы участвовали в международных выставках. Все 20-е годы они свободно ездили, они путешествовали. И только в начале 30-х это начало закручиваться. В 1933 году Мельникова не пустили в Милан на триеннале, где он был включен в число 12 величайших архитекторов современности наряду с Фрэнком Ллойдом Райтом. И Мельников туда не поехал. А потом очень быстро переключился тумблер. В 1934 году была создана Академия архитектуры, и в 1935 году уже делегация советских архитекторов поехала осматривать шедевры Греции, Италии и Франции с точки зрения изучения античного и классического наследия и возвращения к корням. А уже модернистские контакты были прерваны и перечеркнуты. На мой взгляд, можно считать эти здания памятниками архитектуры. Если не ошибаюсь, им даже присвоено такое значение, как оно называется. Поэтому их до сих пор не снесли. Ну как, я не могу сам придерживаться своего мнения, у меня его как толком-то и нету, потому надо сохранять или не надо. Мне нравится в этом районе, но от родителей, например, я слышу, что
можно разменять и жить в гораздо более лучших условиях. Меня мои условия жизни вполне устраивают. Я думаю, определенные районы должны быть такие. Каждому нравится свое, кому-то очень приятно погулять по таким райончикам. Погрузиться в эту атмосферу. Господи, ну, конечно, нет. Ответ – нет. 200 миллионов, 50 миллионов, 250 миллионов человек никогда ничего не понимало. И никогда ничего не поймет. Вкусов у москвичей никаких нет. Общество деградировало окончательно. В течение лет, наверное, вот в течение всей твоей жизни общество деградирует не то, что плавно вниз по наклонной, а в обрыв свалилось. И думаю, что это такая трагедия, которая не разрешится долгие-долгие годы. Предпосылок к этому нет никаких. Образование провалено, слово «культура» как ругательное не более. Архитектура не существует вообще в природе такого слова. Попса правит всем миром, естественно, только попса. Поэтому о чем мы говорим? Какие предпочтения? Да никаких предпочтений нет. Если уж так опытный инвестор, заказчик внушит кому-либо, что это хорошая архитектура, именно на таком уровне происходит, то клиент поверит и будет считать, что это хорошая архитектура. Ну, как правило, это... Ну, там разные варианты бывают. Или мы колонны с капительками поставим и скажем, что это хорошо. Или мы весело раскрасим в разные цвета домики и скажем клиенту, что это хорошо, он тоже поверит и примет это на слово и будет счастлив. Сам он внутри никаких чувств и ощущений никаких по отношению к архитектуре, к культуре не имеет, потому что он абсолютно, я, к сожалению, говорю о 99% ныне живущих и здравствующих. Сейчас такое время, когда надо зарабатывать деньги, в том числе и студентам. И они все свободное время, если они, те немногие студенты, в общем-то, которые занимаются здесь по сравнению с 10 тысячами студентов в Тимирязевке, даже сейчас больше, по-моему. А после объединения там что-то к 20, по-моему, приближается тысячам. А здесь там сотня другая человек, которые занимаются, ну, чем-то, танцами, песнями, там, не знаю, рисуют что-то. То есть они занимаются каким-то творчеством, и им главное найти хоть какое-то место для этого. А до конструктивизма им как-то дела нет. Люди говорят так: мы не любим современную архитектуру. Это очень часто. Вот, извините, не любим. Сейчас вот к нам ходит заказчик, который говорит: ну вот, ну не люблю я современную архитектуру. И, в общем, я для себя как-то даже понимаю, почему. То есть здесь вот как-то ничего личного. Собственно, просто простой человеческий опыт. Вот человек приезжает куда-нибудь в Италию, в какой-нибудь небольшой итальянский старый город, и ноги его сразу несут любого там человека, сведущего в архитектуре, не сведущего, в самый старый центр этого города, куда-нибудь на какой-нибудь дома, Ратушную площадь. Вот он там садится где-нибудь в кафе, пьет там кофе и смотрит вокруг. И уже не важно, каково качество там архитектуры, там ему просто очень хорошо. И он понимает, что ему вот это нравится. А современное, неважно где, не так. И в том же Париже человек выберет всегда для прогулок какую-нибудь площадь Вайгезов или там окрестности Люксембургского сада или Тюильри, а не Дефанс. Я часто бывал в Париже, и что мне нравится там, что после выставки 1900 года всемирной, там ничего не менялось в смысле архитектуры. Вот как он был построен, больше 6 этажей вы там не найдете. И поэтому город сохраняет свою магию и аромат истории. Москва изменилась просто катастрофически. И не в лучшую сторону. Хотя, конечно, безусловно, надо строить новые дома и все такое прочее. Но вот как-то столицы других городов, я уж не буду говорить про Рим там, понятное дело, где каждый камень сохраняется и не реставрируется, кстати, а он просто сохраняется. Поэтому мне кажется, что столица такого государства, как Россия, должно было бы быть, конечно, в каких-то своих главных очертаниях вот каким-то откликом на прошлое.
мне сейчас много работаю с коллегами из Италии, и один из них, он побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Я задал ему вопрос, какой город тебе понравился больше? Он сказал, Москва. Честно говоря, это было удивительно, потому что большинство иностранцев, лично я сам всегда считал Санкт-Петербург более привлекательным с архитектурной точки зрения. А он сказал, что ты знаешь, а Санкт-Петербург очень похож на наши города европейские, приблизительно те же стили, ну, может быть, чуть-чуть что-то по-другому, но, в общем-то, мы себя чувствуем там почти как дома. А в Москве больше архитектурного наследия советских стилей, вот советского конструктивизма, да, и, говорит, это представляет для нас больше интерес. И, по-моему, это объясняется только одним, тем, что, в общем-то, среда – это не совсем то, что может сделать архитектор, даже совсем то, чего он сделать не может. Вот архитектор создает какой-то оболочку, какую-то структуру, в которой может зародиться среда. Вот там, как в компьютерных вещах, есть хард, а есть софт. Вот хард мы сделать можем, а софт, он просто создается поколениями людей, которые там живут. И это очень длинный такой период. Это надо долго-долго-долго там чем-то заниматься, жить, там, рождаться, умирать. Вот. И хорошо, вот если там в 16 веке построили что-нибудь, и с тех пор там непрерывно шла какая-то жизнь, и поэтому там сейчас будет очень хорошо. В общем, очевидно, даже без исследований, что авангардную архитектуру знают меньше, поскольку ее не печатают в школьных учебниках, поскольку она не является символом Москвы. Когда же сталинская архитектура, 7 высоток, они являются символом Москвы. Московский университет там на флаге Москвы. А авангардная архитектура, за исключением мавзолея, она, ну, скажем так, не тиражируется вот на открытках, в путеводителях, в школьных учебниках, поэтому она не воспринимается массовым сознанием. Но одно интересное исследование было. Был такой проект «Москонструкт», в котором я немножко участвовала, а Коля Васильев очень много участвовал. Как раз «Красная книжка» родилась в результате этого международного проекта «Москонструкт» русско-итальянского. И там студенты МОРХИ провели такие полевые исследования. Они, во-первых, картировали эти объекты, они ходили просто по районам, их выявляли, наносили на карту, и вот так эта книжка собиралась. И потом они разговаривали с людьми, которые живут в рабочих поселках. Во-первых, их спрашивали, знаете ли вы, ну, что это за дома? И больше половины жителей говорили, да, это дома, построенные там в 29 году. Некоторые называли архитекторов, говорили, мы знаем, что это памятник архитектуры. Им говорили, вам нравятся вообще эти дома, вы хотели переехать в другой район, или вы хотели бы, чтобы провели капремонт, и вы бы остались здесь? Подавляющее большинство никуда не хотело уезжать, они говорили, что это очень удобные кварталы, очень удобные квартиры, дома очень теплые, с кирпичными толстыми стенами, с чугунными батареями. То есть вот на таком бытовом, совершенно житейском уровне архитектура этого времени воспринимается теми, кто там внутри, очень позитивно. Конечно, для обычного москвича разница между пятиэтажным домом 29 года и 56 года, но она неразличима. Мне кажется, методу и отношению. Вот, мне очень нравится в них рационализм. Я вообще как-то люблю, когда всякое движение имеет ясный совершенно и легко объяснимый посыл, объяснимую цель. Мне кажется, что все можно объяснить, все можно рассказать словами. И вот архитектура — это такое ремесло или искусство, которое, в общем, ну, просто сам язык архитектора — это не чертеж, не рисунок, даже не кирпичи. Это вот как в музыке. Там композитор пишет ноты, крючочки такие, значит, а потом они, собственно, исполняются. И вся архитектура — это такой постоянный способ шифровки совсем каких-то других параметров. То есть мы даже не стены ставим, а мы оставляем пространство между стенами. Вот, собственно, язык архитектора. И вот это пространство, оно для конструктивистов было там основной целью. Вот, мне кажется, это то, чему следует следовать и учиться. Вот, я не знаю, то, что можно воспринять от них. Это просто отношение к предмету своего творчества. Чему можно сейчас поучиться у конструктивистов?
Трудно сказать, чему у них можно поучиться и надо ли у них чему-то учиться, кроме самых таких банальных и общих вещей, которые повторять не хочется. Надо, может быть, как с любой хорошей архитектурой, надо смотреть на это и просто как-то это, наверное, подействует на мозг в правильном направлении. Вот. А условия жизни сейчас другие, там, экономика сейчас другая, все сейчас другое. Поэтому имитировать, это опять будет, как мы уже говорили, историзм. Опять будет подделка и фальшивка. Да? Поэтому это просто часть наследия там, культурного, архитектурного, о которой надо как-то просто думать, держать ее в голове. Да? И все. Вот как бы мне, как архитектору-практику, наверное, мне кажется, что вот мой метод таков. И чему поучиться? Собственно говоря, этому учит система образования и до вузовского, и вузовского, и после вузовского. Мне кажется, какие-то особые попытки делать по внедрению конструктивистского мировоззрения в неокрепшие головы архитекторов и не стоит делать, потому что это и так делается. Другое дело, что реализации потом не наступает, но это уже второй вопрос. Это вопрос такой философский, риторический, почему все это происходит. Но не происходит, потому что, к сожалению, в стране происходит то, что происходит. Вот такой мой развернутый ответ на твой глубокий вопрос. Надо понимать, что это проблема, специфика советской архитектуры и 20-х, 30-х, и даже 40-х и 50-х, в том, что при очень высоком качестве часто архитектурной работы очень многие вещи гробились самодурством начальников. И, соответственно, то, что мы имеем качественно завершенное и построенное, это часто делалось вопреки или там большой удачей. И надо понимать, что, в общем, сделать можно. Сейчас тебя не расстреляют, как это действительно было с архитекторами. Совершенно серьезно. И если тогда люди могли это делать, то, значит, можно и сейчас. Конструктивизм, вообще архитектура 20-х годов, это очень честная архитектура. Это архитектура, которая говорила о том, что форма должна следовать функции, то, что конструкции должны быть максимально экономичны, и вообще строительство должно быть максимально экономичное, это должно честно быть проявлено в облике здания. Эта архитектура очень выразительная при минимуме художественных средств. Эта архитектура, в общем-то, довольно внимательная к человеку, к его масштабу и к его потребностям. Мне кажется, это все очень актуально сейчас, и даже вот в свете разговоров про sustainable architecture, экологическую архитектуру, про всякое энергосбережение, зеленую архитектуру и так далее. Это, в общем, продолжение того же разговора. Поэтому, по-моему, совершенно современные принципы. И многие архитекторы следуют им, по-моему, уже бессознательно, просто потому что это само собой разумеется, это какой-то такой правильный стиль жизни. И здесь даже не обязательно повторять какие-то мельниковские цилиндры или какие-то там яркие еще чьи-то формы, а просто сам вот этот вот подход архитектуры, отказавшейся от декора, по-моему, это очень современно.
советская власть. В чем заключается суть этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, извлекающая в себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государств